Всем привет! Никогда не задумывался делать вакууматор, думал это что-то суперсложное, но благодаря вашим советам я все-таки сделал его. Сделал я его для того, чтобы попробовать вакуумировать расплавленный алюминий, посмотреть, как в нем произойдет дегазация. Но это будет в следующем ролике, ближе к выходным, а сегодня просто расскажу, из чего сделал, ну и попробуем воду закипятить, выгнать воздух с воды. Так, сначала описание. Сделал я его из компрессора от кондиционера. Почему не взял от холодильника? Потому что компрессор от кондера, он не поршневой, ротационный. И еще один есть плюс у него такой. Он вакуум держит, даже не закрывая кран. То есть я его просто выключаю, а кран не закрываю. Сейчас покажу даже. И он держит. Вот смотрите, я открываю кран. Открыл. А он держит. Включаю. Ну, долго ждать не будем. Вот смотрите, выключил. Кран открыт. То есть система полностью должен идти в САС, а он не идет. Все нормально. Просто я опасаюсь, как бы он не потянул в обратную масло с него. И поэтому кран закрываю. И еще вы, наверное, видели плюс, что он качает больше, чем -1. То есть компрессор от холодильника до однерки, ну сколько он качает? 0,97, 0,99, ну до -1 не догоняет. Я не видел, во всяком случае. А здесь догоняет больше. Это просто фильтр большой, и подложка у меня, она или пористая, я не знаю. Потом дальше посмотрим, стеклянную банку поставим, и он держит больше -1. Итак, вот у него вход, откуда происходит всас воздуха. Вакуум создается. Ну а дальше все сделано из того, что валялось под ногами, как это обычно мы делаем. Водопроводные всякие муфты, соединения, то есть уголок, вкрученный в водопроводную муфту. Дальше в эту муфту впаян, вернее не впаян, потому что вот я не знаю, что это за металл такой. Это единственная деталь, которая у меня не паялась. И мне пришлось кран водопроводный посадить на эпоксидку внутрь. Ну, держит на ура. Дальше уже от крана пошли переходники паянные. То есть гайка с левой резьбой покупалась в магазине вместе с этим сгоном. Дальше уже от кондиционера самого трубки пошли, тройники. То есть впаяно сюда один тройник, чтобы один на манометр пошел, а другой пошел выход на следующий тройник. С этого тройника уже выход пошел на шланг, который идет сюда внутрь на стол. И вентиль от камеры велосипедной впаян с колпачком, чтобы стравливать вакуум. Шланг идет вот с этого выхода тройника уже под стол. Вот он. Здесь 16 шпилька, ну не шпилька, кругляк 16, проточена на 12, нарезана резьба и на гайке уже тут вкручена. А здесь небольшой сгон под диаметр трубки этой, резиновая шлангочка, она толстостенная, и она, в отличие от силиконовой, не сжимается. То есть она внутри не сжата совсем. Может быть, даже и поэтому создается вот именно вакуум -1. Потому что я смотрел ролики, используется силиконовый шланг, он сжался, ну хотя все равно было бы давление. Ладно, это проехали. И все, шланг одет без всяких хомутов, потому что вакуум свое дело знает. И он делает его хорошо, не пропускает. Вот, все это расположено на двух пластинах шестого металла. Ну, шестой, потому что у меня он есть самый тонкий, шестой. Компрессор закреплен. И этот стол сам. Стол этот на 5 шпильках стоит. Для того, чтобы выводить вот эту плоскость. Потому что железо, как ни возьми, оно все равно неровное. И поэтому посередине, в 4 точках шпильки. Так, вот так я вам покажу. Виднее будет.
Вот они, одна, вторая, третья, четвертая. И внутри пятая. Но пятая не насквозь, чтобы здесь не спускалось вакуум. То есть эти насквозь, 4. Устройство этих шпилек элементарное. Здесь резьба с гайкой и здесь. Также. То есть выкручивая или закручивая вот эти вот гайки, я увеличиваю, ну, поднимаю или опускаю каждую сторону стола. То есть можно выводить плоскость. Поклал стекло наверх и каждый край вывожу, чтобы ровно плоскость была. А середина, средняя шпилька, она не насквозь, вот здесь вот гайка и здесь снизу гайки. То есть я могу также выше-ниже ее делать. То есть середину или выпуклую делать, или впуклую, как мне надо. Так, теперь по электрике. Электрика осталась родная, то есть вся электрика это конденсатор. И кнопка включения тоже, это с него же, с кондиционера. Двигатель здесь также запускается, как и на холодильнике. То есть две обмотки, рабочая, пусковая. Конденсатор подключен по родному, по стандартному. Единственное, что никакого термостата нету, и поэтому он не отключается сам. Вот. Ну, я думаю, схему подключения найдете, если надо будет в интернете. Там, вернее, на ютубе, там дословно рассказывают. Потому что я буду рассказывать, сбиваться. Есть там люди, ролики смотрел, которые рассказывают, рисуют схемы, все отлично. Все тут понятно. Так, ну и все, наверное, мы сейчас попробуем с вами закипятить рюмочку воды. Спускаю вакуум. Есть. Фильтр отошел. А теперь смотрите, кран закрыт. Слушайте, сейчас вот тут еще вакуум есть. То есть кран закрыт, а сам насос вакуум держит. Сейчас, слушайте, будет еще шипеть. Опа, шикнуло. Все. Теперь уже полностью вакуум ушел. Атмосферное давление, все нормально. Так, вот этот фильтр вообще-то я приготовил. Корпус от фильтра. Вырезал все, что здесь было. Я хочу именно в нем попробовать выливать алюминий. Ну, не в нем, а в смысле это будет колпак. То есть я что хочу сделать? Хочу я вот сюда поставить поддон с песком, в котором будет стоять форма, ну, в которую я залью алюминий. И после того, как залью алюминий, все это дело накрою вот так вот и включу вакуум. Теперь вопрос, знатоки. Вот эта прокладка у меня сплавится, нет? Сгорит, наверное. А может быть, не достанет температура. Вакуум, по идее, че вакуум? Алюминий будет градусов 700. Я хочу его специально перегреть, чтобы побольше в нем было газа, чтобы проверить, как работает вакууматор этот. Будет он работать или нет. Вот. Ну, я постараюсь после заливки алюминия, как только вакуум включу, поливать водой. Возможно, спасу эту прокладку. Но то узнаем, проверим. А сейчас давайте воду проверим, как он работает. Ну что, попробуем из воды сделать газировку. Хотел выключить вакууматор, думаю, что прекратится. Ага, вакуум-то не собьется сразу. Ну попробую сейчас выключу, стравлю давление. Все, опустил. А сейчас заново. Что будет? Или уже кислород весь ушел? Еще есть.
Есть еще. Сколько газа в рюмке воды. Она буквально, правда, кипит. Смотрите, если отсюда. Вакуум почти однерка. Но при выключении он все равно становится больше однерки. Смотрите, ну вот сейчас однерка. А когда включенный, стрелка трусится. Ну вот такое сегодняшнее видео. Так что кому интересно, ждите. После этого видео следующее будет с дегазацией алюминия в вакууме. Все, всем удачи, пока, здоровья, до новых встреч. Ну а кто досмотрел это видео полностью до конца и сейчас даже меня еще смотрит, вам бонус. Вода здесь была минеральная. Но все равно вода, правильно? Я ж никого не обманул. Просто выходила отсюда углекислота. Все, теперь точно всем пока.